Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой очередной разговор с вами для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Скорее всего, он будет продолжением 26-й записи по поводу необходимости соблюдения сейчас техники безопасности жизни. Откровенно говоря, я уже думала, что задуманного продолжения не будет, как я его видела, потому что постоянно возникали какие-то более важные, актуальные темы. Ну и я думала, что уже, может быть, и этот разговор как-то не важен. Но час назад у меня состоялся разговор, и когда он закончился, я поняла, что этому разговору быть. На берегу сразу хочу уточнить еще раз, что я прихожу с этой информацией не для того, чтобы накрутить, не для того, чтобы обострить, не для того, чтобы раздуть ненужную пену, какие-то там страхи или еще что-то. Нет, наоборот. Я сюда прихожу только для того, чтобы прояснить, что происходит. Как мне кажется, когда знаешь, куда смотреть, то всегда увидишь главное. И вот этот навык для меня сейчас является определяющим. Потому что лично для меня ясность — это очень большой ресурс. В непонимании утекает очень много энергии, сил, нервов. Я предпочитаю вложиться в анализ, в понимание, в ясность. И тогда мне уже просто легче и проще двигаться по жизни. Мне это помогает, во-первых, сохраняться, во-вторых, вкладываться действительно в жизнь, а не барахтаться в пении, захлебываясь, в общем, во всем том, что непонятно, неясно, в вопросах сплошных. Я предпочитаю все-таки идти за ответами, вкладываться в них, чтобы получить те ответы, которые лично мне необходимы. Для меня очень важно и ресурсно, я еще раз говорю, понимать вообще, что происходит со мной, с моим состоянием, что происходит за стенами моего дома. И для меня это просто уже норма жизни. Поэтому я разбираюсь сама и, разобравшись, помогаю другим людям, кому это необходимо, также видеть больше, дальше, глубже. Я просто делаю мое дело. И поэтому сегодняшний разговор также является очередным шагом, чтобы поделиться с вами тем, что я знаю на сегодняшний день, что я вижу, наблюдаю. Так вот, вернусь к тому разговору, который послужил поводом для этого эфира. В нем женщина мне рассказала, что после нашей встречи, мы с ней встречались недавно,
что после нашей встречи, я сразу говорю, она не клиентка. Она не клиентка, она относится у меня, как я их называю, к золотой фее. Так я называю моих чудесных мастеров с большой буквы, с золотыми руками, кому я вверяю себя, чтобы они что-то свое волшебство со мной сделали. Вот. Так вот, эта женщина как раз вот моя золотая фея. Уж не буду уточнять, что она со мной, каким образом волшебничает, сотворяет, но это наши женские тайны. Вот. Так вот, мы с ней недавно встречались, и здесь вот понадобилось нам созвониться, буквально, вот я же говорю, час назад. И она мне говорит, вы знаете, мы обсудили все, что нужно было обсудить, и, в общем, я чувствую, у нее голос какой-то не очень веселый. Я говорю, что такое? Мне не безразлично тоже, что происходит с теми людьми, с которыми мы на связи. Тем более отношения со всеми чудесные, человеческие, нормальные. Мне кажется, это абсолютно нормально, если ты поинтересуешься состоянием человека, с которым ты каким-то образом дружишь, взаимодействуешь, общаешься. Вот. И я у нее спросила, я говорю, у вас все хорошо? Она говорит, вы знаете, в тот день, когда мы с вами встречались, дома у меня, говорит, произошел несчастный случай. И вы знаете, говорит, я никак не могу понять вообще, как это все произошло. И она мне рассказывает, как она, значит, пошла на кухню, открыла шкаф, навесной шкаф, и на нее, как она говорит, и вообще это произошло, я, говорит, вообще ничего не поняла, потому что бутылка стояла где-то в глубине, но она явно не стояла на краю полки. Она говорит, я знаю, что я эту бутылку поставила точно, ну, не вот тут прямо, в ухода в шкаф. На нее упала бутылка с уксусной эссенцией 70%. И она говорит, я когда открыла, я, говорит, просто интуитивно поняла, что на меня что-то падает. Я же, говорит, открываю и смотрю в шкаф. Вот. Я, говорит, буквально интуитивно как-то вот увидела, хотя там не было такого яркого освещения. Вот. Значит, ей эссенция прямо в глаза пролилась. То есть она говорит, я буквально только интуитивно услышала хлопок, я поняла, что что-то льется. Вот. И ей эссенция пролилась прямо в глаза, и она от этого, естественно, от этой неожиданности сделала вот так вот от страха, от спазма этого, и успела вдохнуть, и ей в рот попала эта эссенция. И вот слава Богу, что она имеет, как говорится, определенные знания, как поступать в таких ситуациях. Она медик. Вот. И, в общем, если бы не ее знания, все бы закончилось, мы обе потом обсудили этот момент, мы были уверены, что все закончилось бы очень и очень плачевно. Потому что если бы она не успела предпринять те действия, которые она сделала, то, ну, скорее всего, она лишилась бы зрения и сожгла носоглотку, в общем, куда бы там эссенция попала. А так она успела, во-первых, она все выплюнула. Вот слава богу, говорит, сразу все заработало. Вот, эссенцию, значит, на всякий случай вот сообщаю такие меры безопасности, не дай бог. Вот. Сразу она выплюнула все, чтобы не проглотить ни в коем случае. Полетела в ванну, врубила, значит, воду прямо туда, значит, залезла, и она говорит, кислоту нужно нейтрализовать щелочью. И она стала намыливать, создавать пену и прямо вот себе вот закладывать в глаза. То есть мыла водой сначала глаза, вот, рот полоскала там до сумасшествия, а потом, значит, вот этой пеной
мыльной, закладывала это, промывала глаза, прям, говорит, зрачки терла вот этой вот щелочью пеной, чтобы нейтрализовать действие кислоты, чтобы роговица не слезла. Буквально в течение 15 минут, то есть она была дома не одна, она сразу, значит, позвонила своему знакомому доктору, вот, и доктор ей сказал, женщина, какие лекарства срочно купить, какой гель купить, значит, вот она попросила, значит, родственников побежать в аптеку, они срочно купили этот гель, вот, слава богу, это еще была не ночь, вот, купили необходимые лекарства, и она вот сразу стала закладывать себе вот и в глаза, и в рот, везде вот эти гели. То есть до приезда скорой в течение первых 15 минут она оказала себе сразу экстренную помощь, которая позволила на сегодняшний день остаться, по крайней мере, сохранить все то, что на сегодняшний день, мы надеемся, у нее восстановится. То есть она уже потихоньку там глаза поднимает наверх, что-то видит, то есть уже есть большая надежда, что все-таки зрение восстановится. Хотя, говорит, 100%, говорит, не знаю, она, конечно, очень сильно расстроена, но очень сильно вдохновлена, что все, надеемся, что обошлось. Вот, и так что она говорит, первое, что она сказала, что эту эссенцию она вообще, во-первых, никогда, говорит, нельзя ставить в шкаф там наверх, ни в коем случае. Убирать ее вообще там не знаю куда, вообще лучше, наверное, вообще не держать ее в доме. Дети там, еще что-то, говорит, это такой, говорит, ужас, не дай бог. А первое время, говорит, я закрывала глаза и видела только перед собой красное пятно. И тут 100% зрение, глаз со 100% зрением, говорит, пока на 50% видит, ну, по крайней мере, хоть видит, слава богу. Вот. И вот этот случай заставил меня прийти сегодня сюда, потому что это как раз продолжение той темы, которую я все пыталась продолжить все это время. Ту запись 26 я сделала 24 февраля, мы ее разместили. Я не помню, когда я ее сделала, но разместили мы ее 24 февраля. Вот. И в продолжении у меня уже были там кое-какие мысли, но я еще раз говорю, не получалось. И вот этот разговор показал мне, что актуальность никуда не делась. К этой теме надо обязательно возвращаться, что я и делаю. Я, конечно же, этой замечательной женщине объяснила, в чем дело. Она знает мое дело, она доверяет. Вот. И тоже в свое время обращалась ко мне за помощью. Поэтому мое слово у нее в доверии. И я ей объяснила, что сейчас делаю вам. Вот. Что сейчас, учитывая градус воспаленности в телах людей, в психике, в общем пространстве, которое мы создаем всем своим содержимым, все вместе, сейчас тела испытывают огромное, вот буду, наверное, бесконечно говорить это слово, просто тотальное напряжение внутри. Об этом я уже вам говорила. Это для вас не новость. А то, что я дальше буду говорить, все-таки требует большего внимания, и поэтому я вам предлагаю просто вот прислушаться, потому что на самом деле вопрос очень серьезный, при кажущейся простоте информации. Дело в том, что сейчас девизом нашей жизни, вот именно на этом этапе, я не знаю, сколько он продлится, девизом должна быть такая фраза. Почувствуйте ее смысл. Сейчас очень важно сделать усилие, но не совершить насилие. Вот если вы эту фразу сделаете своим девизом, то я надеюсь, вы не попадете ни в какие вот
травматичные аварийные ситуации, о которой я вот вам сказала. И дело-то в том, что я и сама оказалась в такой ситуации. Почему я хотела с тем разговором прийти? Дело в том, что и благодаря вот этой ситуации я и увидела вот то, что сейчас творится с нашими телами, с нашими клетками. Потому что вот что лично у меня произошло. Уж вроде я тут все понимаю, все знаю, так, ну, имею в виду, насколько вот я могу там знать, понимать, видеть, как это сейчас говорят, шарить вообще во всем этом. Я считаю, что я своим делом занимаюсь, специалистом, экспертом себя считаю. И то я попала вот в эту ситуацию, но опять я говорю, что она именно позволила увидеть больше о нашем состоянии. Так вот, я, значит, была дома и в очередной раз делала абсолютно привычные, обычные упражнения, которые делаю всегда. У меня есть любимые какие-то комплексы. Я никогда не придерживаюсь там каких-то железных правил. Просто я иду всегда за телом. И я с удовольствием всегда делаю какие-то определенные упражнения там на растяжку, еще что-то вот там для спины, там, для шеи. То есть вот это то, что мне всегда нравится, и я их делаю их уже очень много лет. Так вот, я сижу, делаю все это, себе создала атмосферу, все замечательно, все хорошо, музыка тут наложилась, в общем, идиллия. Делаю свои упражнения, и вдруг у меня такая мысль: хватит, Рина, ну типа вот достаточно, все достаточно. И я прям чувствую, что это со мной тело говорит, реально. Я, откровенно говоря, удивилась. Я не чувствую никаких там, а, никакого дискомфорта. Вот вроде все нормально. Чё к чему, думаю, странно. А тело хочет вот реально. Ладно бы оно где-то там стопорило или вот отторгало. Нет, я чувствую, что все нормально. Но голос такой был внутри. И я его как бы так, ну, не проигнорировала, я его услышала, но я как-то отнеслась к нему так, ну, может, показалось. Ну, в общем, сами понимаете. Ну, как бы, наверное, задвинула, вот так я скажу. Я делаю еще одно движение, точно такое же, как до этого делала. Нормально, тело пропускает, я такая. А вот когда я сделала еще одно, точно такое же движение, вот без всяких рывков, без всяких там... У меня произошел такой прострел, друзья. Ёлки-палки, держите меня вообще. Это была такая боль. У меня на всю спину произошел прострел, и я реально, вот, буквально была вот... У меня аж искры из глаз полетели. И я, конечно же, потом расплачивалась вот за это игнорирование долгим периодом восстановления. И до сих пор еще я прям чувствую, что еще до конца вот такого прям ресурсного состояния во мне нет. Это не было тяжелой нагрузкой. Абсолютно нет, ничего не предвещало. Что произошло, я просто была в таком ступоре, в таком шоке, это мягко говоря. И потом, естественно, я когда уже смогла себя так восстановить, ну, в общем, как-то себя собрать, естественно, у меня возник вопрос, но у меня автоматом сразу вся информация буквально полилась, это потом я уже отдельно смотрела. Вот. И я увидела вот это состояние в наших клетках, в нашем теле, которое уже сейчас находится в таком состоянии, что с ним нужно обходиться не просто бережно, а очень бережно. Причем, внимание, еще хочу сказать, это у меня, у человека, который постоянно проводит внутреннюю личную гигиену. А если люди ее не проводят, там тем более. И поэтому я вот этой своей фее сказала, и вам также говорю, сейчас
нужно двигаться не просто медленно, а очень медленно. Сейчас нужно двигаться по миллиметрам. И, откровенно говоря, я вот когда встречалась с ней вот за несколько дней до этого разговора, я тогда смотрела, думаю, странно. Человека как-то не останавливают. Я же сейчас всем говорю, что надо останавливаться, останавливаться. А она здесь запустила, значит, этот, скажите, я скажу, ремонт. То есть она параллельно работает, она еще ремонты проводит, она еще это делает. И причем все вот сейчас. Я ей ничего не стала говорить. У нас, в принципе, по поводу моих каких-то вот знаний, еще что-то, как, ну, таких разговоров часто не возникает. Так только по мере необходимости я никому не лезу со своими там утверждениями, знаниями. Зачем? Это чисто так уже дело такое. Спросят, если в свободном доступе я почувствую возможность, я, конечно, делюсь с удовольствием и ради Бога. Вот как сейчас с вами. Вот, потому что какой-то консультационный уровень я тоже всегда озвучиваю. А если легко течет, да ради Бога, во благо. Вот. Так вот, я помню, мы с ней встретились, я же наблюдаю, думаю, странно, все нормально вроде бы, на нее не распространяется, что ли, вот эта общая динамика. Ну, может быть, тоже наблюдаю. И вот, пожалуйста, сколько дней прошло? Дня 2, наверное, мы с ней, по-моему, в воскресенье встречались сегодня вторник. Ну вот, пожалуйста, позавчера это произошло. Вот. Человека так остановили. Остановили. Я ей это объяснила. Я говорю, вы понимаете, что сейчас такое время, что нельзя так. Хотя до этого, когда как-то у нас разговор шел какое-то время уже там продолжительное назад, вот, я уже ей это говорила, что сейчас время тормозить и конкретно тормозить. Она все, ладно, хорошо. Ну, как обычно, рефлексы врубаются, и все, и забыли уже. Поговорить поговорили, а делать-то кто будет? Естественно, вроде бы, ага, ну, может быть, сначала и помнила, а потом уже все, опять понеслась родная в рай. И все, человек уже обратно вот в эту вот колею вошел и несется как сумасшедший. Мягко говоря, вообще уже ничего не соображая. И поэтому я все-таки предлагаю прислушиваться к этой информации. И вот мы когда с ней уже заканчивали разговор, она говорит, ну вот, вас, говорит, не послушала, теперь, говорит, вот уложили насильно, да какой ценой, говорит. Вот, пожалуйста. И я также не послушала свое тело. Ведь пришел вот этот вот голос, ведь он мне сказал, Рина, достаточно, больше не надо. А я, да вроде нормально все, ну так остановись вовремя. Вы представляете, как это все работает? Вроде все нормально, вроде не это. А это все в ресурсе были, и я в ресурсе, и она вроде в ресурсе. А видите, это все так незримо влияет и незримо, как сказать, влияет, да еще как влияет, с такими последствиями, что тут не заметить невозможно. И везде вырубается именно физика. Страдает физика, потому что мы не останавливаемся. И все, и меня тоже вот так тормознули. Я думаю, ну вот вообще замечательно. Как я поняла, я потом сразу сказала, как только вот я пришла в себя, я говорю, спасибо, что остановили самым бережным способом. Я все поняла, и я все поняла. И я тоже собиралась там и на тренировки идти, там, я имею в виду, уже входить в такой вот режим. Думаю, все, хватит уже, весь февраль я тут болту гоняю. А вот остановили снова, я такая, я все поняла, друзья, все я поняла, я больше никуда точно пока не иду. Вот так. И вот этот разговор, когда произошел, я, все, думаю, надо садиться, рассказывать, потому что сейчас эта тема самая-самая актуальная. И я надеюсь, теперь вы уже больше поймете вот эту фразу. Сейчас самое главное — сделать усилия.
но не совершить насилие. Не надо продавливать, потому что оно точно закончится очень плачевно. Не надо продавливать ни себя, и никого не надо продавливать. Поэтому этот стоп сейчас имеет очень и очень серьезное значение. И разговор очень короткий. Вы помните, я вам говорила, что все очень и очень серьезно. Вот, пожалуйста. По миллиметрам. Вот буквально по миллиметрам. Лучше не доделать, чем переделать. Вот еще золотая фраза. Я для себя сейчас ее прям взяла, вот как флаг. Вот сделать усилие, а не совершить насилие. И лучше не доделать, чем переделать. И, откровенно говоря, вот в этой новой паузе я опять увидела какие-то абсолютно новые для себя смыслы. Я вам серьезно говорю. Я прям чувствую, что-то стало меняться и очень сильно. Я это даже по записям чувствую, что что-то произошло вот за все это время, и эта пауза мне была действительно нужна. Мне, конечно, жаль, что это получилось ценой моего здоровья. Я прям перед телом, я с ним разговаривала. И вот сейчас вам рассказываю, чтобы вы тоже знали. Сегодня разговор предупреждения. А тот, кто предупрежден, тот знает. Вот вы тоже знаете теперь, как нужно двигаться, что делать, что не делать. По крайней мере, вот самые важные, актуальные рекомендации у вас уже есть. Отслеживайте свои события. Тем более событий сейчас вон полным-полно, которые подтверждают то, что я говорю. Я уже не буду опять перечислять списком все эти наши реалии. Вы и так прекрасно все видите, все знаете. Все здравомыслящие люди. Вот, поэтому предлагаю реально останавливаться. Тормозить, останавливаться, разбираться со своим состоянием, потому что, еще раз говорю, вот эти все экстренные службы — это всегда вопросы энергии. Это я уже озвучивала. Наверное, в каждой записи я сейчас это буду говорить, потому что вот у той женщины, у нее тоже все время вот этот вопрос энергии стоит. Как она ею распоряжается. Вот. Я уж не буду вдаваться в подробности, это не совсем правильно, но, по крайней мере, поверьте мне на слово, что такой вопрос есть. Вот. И поэтому, как в моем стопе, в моей паузе и тишине, я уже увидела смысл и не один. Ну и она сейчас тоже. Я надеюсь, все-таки иначе ко всему относится и все-таки посмотрит туда, куда действительно нужно сейчас смотреть. Я уже говорила в предыдущих записях. В свое состояние, в свое сердце. Что там? Как там? И да, конечно, делать свои дела, жить свою жизнь. Но только именно аккуратно, осторожно.
Вот такие дела. Что-то прям такая тишина пришла. Сейчас, друзья, подождите, пожалуйста, я никак не могу понять, то ли закончить запись нужно, то ли это просто блок информации закончился, и нужно, чтобы следующая пришла. Не могу понять. И запись не выключается. Давайте сейчас притормозимся вместе. Все-таки я продолжу. Не знаю, конечно, насколько, но продолжается. Я увидела, что в предыдущей записи о технике безопасности жизни я сказала о том, что есть рекомендации. Я тогда сказала про дыхание. Вот. Так вот, из рекомендаций по технике безопасности жизни, вот как раз дыхание обязательно. Обязательно нужно глубоко дышать. Ну, постоянно, конечно, это не нужно делать, но, по крайней мере, несколько раз в день. Во-первых, следить за дыханием, чтобы вы дышали, чтобы не впадать в спазмы и не усугублять свое состояние, а прямо дышать глубоко в живот, задерживать дыхание и через какое-то время выдыхать через рот. Вот такое дыхание глубокое позволяет как раз перераспределиться энергией из головы во все тело. И я сейчас вспоминаю тоже разговор с другой моей золотой феей. С ней разговор произошел 2 недели назад. И она, тут мы пока тут щебетали, вот, она сказала, что она пошла, наконец-то пошла на йогу. Она тоже такая девушка, трудоголик. Вот, наконец-то, говорит, я пошла на йогу. И самое, говорит, удивительное для меня, говорит, просто шок. Что оказывается, Рина, говорит, я вообще не дышу. Вообще не дышу. У меня откровенно был тоже такой легкий такой, но недоумение точно, потому что уж она с телом работает. То есть я вообще даже от нее услышать вот эту вот фразу для меня было удивительно. Я говорю, да вы что? Она говорит, да, да. И я, говорит, так была поражена, и сейчас, говорит, слежу за своим дыханием, что, говорит, оказывается, так возможно. И поэтому вот при всей своей простоте эта рекомендация также является очень важной и актуальной. Следите за своим дыханием, чтобы вы дышали и постоянно внедряйте в свою жизнь вот именно еще глубокое дыхание. Конечно же, вода — это несомненно единственный момент здесь по самочувствию. Теплая вода, близкая к горячей, опять же, если нет давления, если нет каких-то противопоказаний по здоровью, вот, потому что она помогает как раз вот очищать клетки, вымывать, перестраиваться, телу помогает. Вот. То, что мы не можем ему дать, по крайней мере, она очень сильно перестраивает изнутри наше тело. Вот. Потом, значит, вот третья рекомендация была то, что я уже озвучила первым. Это сейчас вот мне прям показывают это
сделать усилие, а не совершить насилие над собой. То есть из надо сейчас все категорически запрещено. Если вам все-таки это надо делать, а вы не хотите, ну возьмите хотя бы паузу. Есть такие моменты, обязательства, еще какие-то. Вот прямо посидите, подышите, дайте телу какой-то вдох-выдох. Ну не тащите, вот когда оно прямо жутко сопротивляется. Когда, знаете, вот тело коленками назад поворачивается, мы его все равно туда тащим. Ни в коем случае сейчас этого делать нельзя. Если даже нужно что-то сделать, ну вы прям чувствуете сопротивление, сядьте. Вот поверьте, ну минута ничего не будет решать, вот в целом. Но для вас, возможно, это сыграет огромную роль. Сядьте, подышите, дайте телу то, что ему прямо нужно сейчас. Я не знаю, в туалет сходить, попить, полежать, просто посмотреть в окно на небо, то есть переключиться вот из того образа, я имею в виду вот из того момента, где вы были. То есть тело же не просто так сопротивляется, вы его на автоматизме куда-то тащите. Чего-то оно там не хочет идти. Ну так дайте ему, остановитесь и, по крайней мере, переключите его хоть куда-то. Только ни в коем случае не в телефоны, ни в коем случае не в компьютеры, ближе к жизни. Посидеть, полежать, может быть, попрыгать, я не знаю, какую-то там, я не знаю, какие-то маломальские упражнения для тела сделать. То есть максимальная забота о теле. Вспомнить о теле сейчас нужно, что оно у вас есть вообще. В туалет сходить, очень многие носятся там до последнего, там уже все разрывается изнутри, а люди даже, все потом, да вы о чем вообще? Тело-то живое, вот. И воды попить, я не знаю, поесть, многие поесть забывают. Но еще раз говорю, переключить как-то внимание, если вот хочется прям переключить, возможно, там голова уже перегружена. По крайней мере, может быть, в какой-то тишине побыть, если есть возможность закрыть двери в кабинете, в комнате, побыть одной, полежать, я не знаю. Я всегда всем говорю, если есть возможность, сядьте, если есть возможность, лягте. Вот вам. А там уже дальше сами смотрите. И поверьте, если вы даже пойдете все-таки делать то, что вам надо сделать, вы уже будете в другом состоянии делать. Потому что вы это будете делать вместе с телом, а не против него. А это уже другая история. Вот это уже связь начинается с телом, это уже его уважение, это уже соединенность, это уже совершенно другая история. И, возможно, вы даже это все легче сделаете и проще. И по-новому это все будет, поверьте. Начинайте уже новую историю. Как вы понять, многие не могут, что сейчас уже точно все по-новому должно быть. Вот все по-новому. Прежнего уже не будет, уже вот прямо. Мне кажется, я уже скоро эту фразу все-таки уже не буду говорить, потому что я уже ее говорю с 17-го года или 16-го. Вот я свои старые посты в воспоминаниях увидела ВКонтакте. Я эту фразу говорила, оказывается, вот 16-й, 17-й год, что не будет этого. Я имею в виду, что все по-новому, все по-новому. Нужны новые навыки. Это я тогда уже говорила. Про личную внутреннюю гигиену говорила. Облегчайтесь, друзья. В нескольких частях этих посты писала, что нужно убирать эти тяжести из тела, из сердца там. Все это для чего? Да не только для того, чтобы вот ходить к специалистам, для того, чтобы же вам легче было, как вы будете это делать. Это ваше дело, только делайте. Если вы вот, например, будете только кушать и не будете ходить в туалет, у вас не будет дефекации, что будет с телом? Вот представляете, что будет с телом? Да ну рано или поздно взорвется. Сначала начинается гниение, потом токсичность, потом тыры-пыры, потом прыщи полезли, еще что-то. Ну, знаете, вот прям такие примеры сейчас мне идут. И рано или поздно тело-то разорвется. Понятно, что
Когда уже глаза на лоб лезут, люди уже изобретают любые способы, чтобы себе помочь. Так с психикой точно так же. И с клетками точно так же. Вот представляете, туда все складывается, складывается. Все туда копится, копится. Так ладно бы что-то хорошее складывалось. А складывается-то один негатив, один вот этот токс, этот яд уже, который становится. И все это запечатано, и сверху еще наслаивается. Там, представляете, там такое внутри творится. Это же просто... Я не знаю, какие слова еще подобрать. И все, кажется, рассосется. Ну куда это рассосется-то? Каким образом-то? Вы когда кушаете, вы же не ждете, когда у вас там рассосется это все. Ну да, что-то всосалось, какие-то соки, какие-то витамины, вода, там, клетчатка, там, углеводы, белки. Ну, всосалось, рассосалось. Ну, вы и после этого все-таки в туалет-то идете. Лишнее-то вы все-таки это убираете. А если там еще что-то, так скажем, токсичное, все пьют абсорбенты, чистят сосуды, чистят сейчас все это шарят в этом деле, как чистить эти органы. Целые схемы, целые клиники работают, целые программы в тех же БАДах, там еще что-то созданы. А энергетически-то кто будет чистить свое тело? А что значит энергетически? Да хотя бы сесть и разобраться, что с состоянием происходит. Вот это психологическое состояние, оно не такое явное, но очень сильно влияющее, определяющее нашу жизнь. Сейчас вопрос энергии стоит очень остро. Это самая актуальная тема. Уже только ленивый, мне кажется, не разложил уже вот эту вот фразу. Когда я ее впервые, помню, озвучила, я не помню, чтобы кто-то говорил ее. Это тоже было очень много лет назад. Когда я сказала, помню, что она у меня как-то вырвалась, я пост писала, что, господи, сейчас их несколько было, что самая дорогая валюта в мире — это энергия человека. У меня посты есть на эту тему. На самом деле именно за нее идет вот эта вот самая настоящая охота. Именно за энергией человека. И дальше я рассказывала, вот объясняла, что куда внимание, туда энергия. Как определить, вот где твоя энергия? А куда внимание, туда энергия. Все. На это заточена реклама. Если вы куда-то смотрите, вот ваше внимание направлено на рекламу, вы, естественно, туда зацепились, и вы, естественно, как сказать, туда упали в это дело. Мало того, что вы энергетически питаете вот этот вот эгрегор, который эту рекламу осуществляет, вы же все равно кто-нибудь докупит. Вот вам и деньги, вот вам и доход. Поэтому делается все, чтобы эту энергию к себе привлечь. Посмотрите, все мигает, все сверкает, только иди сюда, только иди. Зачем иди сюда? Потому что это деньги. Куда внимание, туда энергия, куда энергия, туда деньги. Все. Вот я когда помню вот это уравнение, вот это я увидела, я была просто под таким впечатлением. Говорю, господи, так это все так просто, так прозрачно. И это было уже очень много лет назад. Но я имею в виду не вчера, и не год назад, и не 2 назад. Это я писала еще задолго до пандемии. Это сейчас уже, я говорю, только ленивый об этом не говорит. А раньше об этом никто не говорил. А все есть энергия. Сразу только еще хочу уточнить, что я не претендую на первенство, сразу говорю. Я просто говорю о себе, как констатацию факта. Что когда я озвучила свои инсайты вот эти, то я не видела эту информацию на просторах интернета. Вот. А я знаю уже об этом давно. И поэтому для меня вопрос
энергетического состояния человека является самым важным, потому что я знаю, в чем дело. Поэтому я и всегда говорила об этой внутренней личной гигиене. Это крайне и крайне необходимо. А сейчас это жизненно важно. Вы посмотрите, еще раз говорю, вот эти все уходы, болезни, симптомы, вот это все от этого. В том числе, конечно, тут много составляющих. Я сейчас не буду вот прямо в крайности какие-то уходить, но я точно знаю, что львиная доля причин массовых летальных уходов людей и обострения заболеваний — это именно вот это вот внутреннее отсутствие внутренней личной гигиены. Зубы чистим, душ принимаем, ванну тоже, уборку делаем. Внутри то же самое надо делать. Но опять вот это я уже говорила. Поэтому, к слову, приходится, напоминаю, чтобы уже была более понятная и ясная картина происходящего. Вот. Поэтому, друзья, вот эти знания, вот эта информация, конечно же, сейчас вам передается только во благо, чтобы вы тоже понимали, куда смотреть и, соответственно, простраивали свою жизнь. Вернусь к той фразе, с которой я начинала. Когда знаешь, куда смотреть, видишь главное. А это главное на сегодняшний день. И от этого не отмахнешься. Я думала, этот разговор уже, все не актуален, а вот, пожалуйста. Неделя прошла, нет, побольше получается. И он все-таки выплыл. Так что вот такие дела, друзья. Предлагаю чисто в рабочем порядке, без нагнетания обстановки, принять эту информацию к сведению. Ну и, понятно, ее переработать, как считаете нужным, и что-то сделать для своего блага. Возможно, что захочется поделиться с другими людьми. Мне кажется, здесь нет ограничений. Вот сейчас эта информация крайне необходима, мне кажется, каждому человеку на планете Земля. Я вам честно говорю. Она абсолютно универсальна. Кстати, если вы не видели объявление в соцсетях, возможно, вы где-то на сторонних площадках слушаете этот подкаст. Так вот, информация для тех из вас еще есть дополнительно, у кого есть англоязычные друзья. Моя дочка Лия вышла с такой идеей делать еще субтитры на английском языке. Поэтому имейте в виду, что сейчас включены субтитры на русском языке. И также мы сегодня вот с ней разговаривали, она сказала, что она сделала, по-моему, все уже записи на английском языке. Она автоперевод не хочет включать, она сама это все делает, потому что для нас так правильно. Мы с ней на очень сильной такой тоже связи. Она говорит, я почитала предлагаемый вариант, но вообще не то. Я, говорит, хочу, чтобы люди чувствовали, что ты говоришь, хотя они, конечно, было бы здорово, чтобы понимали прям твой голос, твою речь, потому что очень многое раскрывается вот именно при непосредственном прослушивании. Но в то же время ей захотелось, чтобы и субтитры хоть как-то были настроены, и, в общем, она с этим поработала.
Поэтому, если у вас есть англоязычные друзья, не знающие русского языка, но с которыми вы бы хотели поделиться этой информацией и, получается, позаботиться о них, то, конечно же, это сделайте. Мне кажется, это вообще просто здорово, когда есть такая возможность дотянуться до них и согреть своим теплом, своим вниманием, своей заботой. Вот. Так что имейте в виду. Субтитры на английском языке есть и, конечно, будут впредь. Вот. Вот такие дела. Так, сейчас я просматриваю свой внутренний экран, есть ли еще что-то. Дайте мне, пожалуйста, еще время. И я потом... Сейчас. Достаточно. Все, прям. Все сказала. Для этого разговора я уже все озвучила. Так, 51 минута, ну, мне кажется, достаточно. Вот. Все, друзья, я на связи. Ага. И приходит все-таки еще одна такая фраза. Время не выбираем, живем здесь. Живем в том, что есть. Просто умеем жить в нем, учимся при необходимости. А сейчас очень важна адаптация, уметь лавировать. Ну вот для этого я вам и подсказываю, что нужно делать, куда смотреть и как это все в свою жизнь взять. Все, я на связи. Если будут вопросы, желание обсуждать, пожалуйста, я открыта. Хорошего вам вечера. Всего доброго. До свидания.